Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Это видео о заброшенных квартирах в центре Риги. Заброшенная квартира смертельно больного человека, полная лекарств и вещей. А на входной двери висело свидетельство о смерти. Приятного просмотра! Само по себе здание практически пустое, за исключением одной интересной квартиры. Цветы, давно засохшие, и много окурков. Кстати, многие писали мне комментарии, чтобы я проверял бы посуду, что написано у нее снизу. Честно говоря, не могу разобрать. 2 рубля 65 копеек. РПР. Такой вот штампик. А вот эта тарелка ЗИК. Может быть, это о чем-то вами скажет? А вот и та самая интересная квартира. Сразу на входе кухня. Фильмы. Все брошено. Столовые приборы, кружки, плита. Судя по всему, может быть даже и электрическая. Даже еда осталась. Консервы. Причем не открытая. Кукурузные консервы. Две банки. Зеленый горох. Уксус. Чай в пакетиках висит. Чай для успокоения нервной системы. Геркулес. Даже крупы остались. А еда, между прочим, сейчас в цене. Еще что-то интересное. Сахар. Проверять даты на упаковках с едой не было смысла, потому что здесь висит календарик, датированный 2019 годом. То есть заброшено это место около 3 лет. В морозильнике пусто. Магнитики самые разные. Прага. Стокгольм. Берлин. Харьков.
Москва. Что ж, эти жители довольно много путешествовали. Рецепт. Честно, не могу разобрать, что здесь написано. Первая строка, но здесь написано «Панацея от рака». Возможно, это рецепт, какие лекарства пили люди, кто здесь жил, чтобы бороться с раком. Макароны. Лекарства. Такой вот большой чемодан стоит на кухне. Прихожая. Одежды почти нету. А вот здесь уже висит одежда. Причем как женская, так, по-моему, и мужская. Рубашечка такая красивая. Туфельки. Простыни. И еще одежда. И всякие тряпки. В общем, ничего интересного. Ванная. Ванная довольно просторная. Коньки ледовые. Причем довольно крупная. Наверное, какого-то размера 45-го минимум. Аптечка. Причем такие аптечки в заброшенных квартирах я вижу уже не впервые. Различные мыла, гели. Даже ручные бритвы. И еще одна такая же коробочка, но пустая. И тут еще столько всего. Даже вот зубные щетки оставлены. Ну воды здесь, понятное дело, не будет. На полу лежат газеты. МК Латвия, очень популярная газета у нас в Латвии. Непонятно какого года. Ну вот здесь написано 2000... А, вот. 10 февраля 2015 года. Здесь были или мародеры, или, может, даже бомжи. Кто-то здесь явно навел беспорядок. Искали что-то ценное, все раскидали. Кто-то на латышском языке писал о том, что такое счастье. Счастливый человек тот, кто в детстве открывает утром глаза и видит свою маму, и он счастлив. Дальше он растет, идет в школу, встречается с друзьями. И снова дальше по жизни идет с ними. И его мама рядом, и он снова счастлив.
Он вырастает, работает, становится гордым за свою работу, приходит с работы вечером домой, и там с улыбкой ждет его мама. И он снова счастлив. У него уже есть своя семья, свои дети. Но он знает, что дома, куда он может прийти домой, или ночью, там ждет его и любит его мама снова. И он снова счастлив. Мне кажется, что человеческое счастье — это его мама с большими буквами. Только это мы понимаем намного позже. Не знаю, кто это писал, но довольно трогательно. Помимо этого нашел еще анкету, опрос на работе женщины, видимо, которая здесь жила. Где вы работаете, сколько вы работаете, что бы вы хотели бы поменять на работе, реновировать кухню. 300 латов зарабатывала. Только неизвестно, какого года эта бумага. Я не знаю, многим из вас, возможно, наверное, будет скучно это все смотреть. И хотелось бы, чтобы я быстрее показывал бы заброшенные места интересные, но в таких бумажках, документах порой скрывается история этих заброшенных мест, которая может быть очень и очень интересной. Поэтому все требует внимания. Записи того же человека, который писал про маму. Честно, тут у него такой почерк, что местами можно разобрать, а местами нет. В субботу я встал рано утром и сделал завтрак для всей семьи. Мы его покушали и решили отправиться в магазин. Кто-то вел дневник о своей жизни, видимо. Про свое детство здесь писал. Очень грустно, что вот так вот когда-то здесь была жизнь, радость, горе. Люди здесь жили, а теперь это все стоит брошенным, никому не нужным. Какая-то жижа, и там мухи плавают. Это был компот, видимо, но он очень давно стоял, и потом кто-то его открыл, и, видимо, не допил, и в нем поселились мухи. Снова календарик за 2019 год. Сделано в России. Интересной формы бутылка такая треугольная. А тут пусто. Водка. И причем очень свежая. Кто-то явно сюда иногда приходит. Или может даже здесь живет. Следующая комната жилая. Видимо, это был чей-то кабинетик. И снова лекарства. Даже, кстати, в упаковках совсем не пользованные. Видимо, действительно здесь жили больные люди. И, может быть, даже и больные раком. Духи. И снова лекарства. О, переносная печечка, чтобы греться зимой. Снова все разбросано. Одежда, подарочные мешочки, тарелочки. Кто-то кушал и не помыл тарелку за собой. О, цветочек искусственный. Фотография. Кстати, первая фотография за эту квартиру.
Возможно, этот дедушка тут проживал как раз. Шкатулочка такая. Статуэтка. Много игрушек детских, плюшевых. Дети здесь тоже, видно, жили. Кроватка складная. Новогодний шарик, причем даже не открытый. Заметил я такую вещь, что практически везде, в заброшенных квартирах, домах деревенских, можно встретить новогодние игрушки и вещи на новогоднюю тематику. Фильмы и книжки на русском языке. Дед Мороз. Кстати, это была свечка когда-то. Грустно на самом деле становится, когда бываешь в таких местах, это все видишь. Представляешь, как тут была жизнь, а сейчас ее тут больше нету, никогда не будет. Не знаю, почему люди отсюда съехали. Может быть, умерли. Может быть, дом расселили из-за аварийного состояния. Но зрелище это, конечно, печальное. Книжки, подарочные пакетики. В целом больше ничего здесь нет интересного. Решил я на выходе еще немножко глянуть бумаги. Кто-то учил английский язык. Писал CV даже на бумаге, чтобы устроиться на работу. Кто-то учил латышский язык. Или английский, или оба языка. Не, латышский тоже учили. Может быть, человек писал вот эти тексты на латышском языке, то, что я читал про маму и про свою жизнь, для того, чтобы, во-первых, это сохранить эти все эмоции, переживания, события, а во-вторых, для того, чтобы выучить язык и лучше писать научиться. Интересную вещь я увидел на двери. На двери висит свидетельство о смерти, приклеенное скотчем. Олег и умер в 2013 году. Возможно, он проживал в этой квартире. Как раз таки. Туалеты, кстати, еще вам не показал. На самом деле, когда-то я уже бывал в этом доме. И у меня есть видео на канале отсюда. Но в этой части дома я впервые. Квартиры здесь, по всей видимости, были коммунальные.
Еще один заброшенный многоквартирный дом. Снизу он был так закрыт, что попасть можно только через крышу. Насколько мне известно, дом в аварийном состоянии. И лестница рассыпалась. По такой лестнице спуститься вниз крайне сложно. И вообще весь дом практически пустой, за исключением одной квартиры. Попробую найти вторую лестницу. Вторая лестница тоже не в лучшем состоянии, но по ней хотя бы можно спуститься. Многие люди писали в комментарии, что они не верят, что такие заброшенные многоквартирные дома находятся в Риге, и притом в самом центре Риги. Что ж, вот вам вид из окна одного из таких домов. На первые этажи попасть вообще нельзя по этой лестнице. Попасть можно попробовать только на вот этот предпоследний этаж. Здесь внутри практически пусто. Видно, что это когда-то была кухня. Свекла маринованная. Срок годности до 2003 года. Это была жилая комната, но здесь тоже уже ничего не осталось. Даже батареи сняли на металл. Камин даже был у кого-то. Картина на всю стену. Что ж, к моему великому сожалению, ни одна квартира хорошо не сохранилась в этом доме. Еще одна комнатка. Очень старый кефир и очень старое молоко. Думаю, этот дом заброшен минимум лет 10-15. Все-таки нашел я ту самую комнату, про которую слышал изначально. Вот она. На весь дом это единственная комната, которая хорошо сохранилась. На полу много мусора. Туфельки. Вероятно, здесь жила женщина. В шкафчике даже остались припасы какие-то. Специи. Крупы.
Многие люди, наверное, меня не поймут, почему я так удивляюсь еде, оставленной в заброшенных местах. Еда сейчас в цене заметно подорожала. Но, конечно, тогда, когда люди бросали это все, еда стоила еще намного дешевле. Украшение поломанное. Тетрадка. Какие-то интересные конспекты. Что это за тетрадь вообще такая? Чьи-то записи, фотографии. Школьные конспекты по геометрии. И просто записи. Диван. Одежда. Различные рисунки на стене. Собаки. А это были такие часы. И висит крест католический. Икона Визголовья. Зеркальце такое. Косметика, крема. Я думаю, здесь определенно жила женщина, тетя, может даже бабушка. Календарик 2010 года. Вот. Заброшено это место 12 лет. Вполне может быть. Журнал «Принцесса». Год непонятно. 8-го года, похоже. Так. Смазка. Комодик практически пустой. Картина когда-то была. Масло для загара. Тапочки. Когда-то здесь было очень уютно, и здесь была жизнь. А сейчас этот дом уже давно заброшен. Много здесь всего на самом деле на полу лежит. Но, к сожалению, сегодня у меня не так много времени на изучение этого всего. Вернулся я к тетрадке и нашел такую фотографию. Фотографию жительницы этой квартиры. Вот она, с рыжими волосами. Записи в тетрадке датированы 2001 годом. То есть 20 лет эта тетрадка тут лежит.